Сегодня я решила приготовить чиабатту на закваске. Для чиабатты понадобится готовая закваска 50% влажности. Я ее не кормила, она у меня прямо из холодильника. И в этом случае она мне подходит. Мне нет необходимости ее кормить, она у меня живая, хорошая. Я не буду ее дополнительно кормить, я ее сразу использую в тесто. Мне понадобятся весы, вода, мука, соль и оливковое масло. Я беру миску. В миску добавляю 100 грамм закваски. Она у меня 50% влажности, поэтому этап с опарой я пропускаю. Я сразу ее использую в качестве опары. 100 грамм закваски. К этому объему закваски я добавляю воду. Ее нужно примерно 320-330 граммов. Теперь мне нужно растворить закваску в воде. Можно сделать это миксером, можно сделать это венчиком, можно сделать это просто руками, вот так вот, размешав закваску в воде. Вообще советуют обычно опытные пекари вводить закваску после аутолиза, то есть сначала смешивать только муку с водой, а потом вводить закваску. Но тогда вам потребуется либо тестомес, либо мощный миксер, чтобы равномерно вмесить закваску. Она густая, и она вот такими волокнами тянется, руками будет очень проблематично вмесить. Я это уже проходила, поэтому я чуть-чуть жертвую технологией. На конечном результате это не сильно отразится, но зато упрощаю себе задачу по замесу теста. Ну, достаточно я развела. Теперь я добавляю муку. Муки надо около 450 граммов. Обычная белая мука высшего сорта. Предпочтение отдавайте муке сильной. Смотрите на показатель белка. Белка должно быть не менее 10,3%. Если вы видите белок 11, 12, 13, может быть даже 16, это очень хорошо. Просеиваем 450 граммов муки, высший сорт. Сейчас задача состоит в том, чтобы мука соединилась с водой и увлажнилась, чтобы пошел процесс аутолиза. Кто еще этого слова не слышал? Аутолиз – это процесс развития клейковины пшеничной муки, тот самый глютен, которого многие сейчас боятся. Он составляет собой каркас хлеба, он создает именно ту пористую структуру, которую мы все любим. Аутолиз – это процесс увлажнения, набухания и развития клейковинного каркаса будущего хлеба. Сейчас не обязательно сильно упорствовать в замесе, можно прям действительно вот так вот легко смешать. Можно, кстати, взять шпатель, почистить им немножечко руки. Шпатель вообще очень удобная вещь. Стоит он копейки, пригождается постоянно. Кто еще не приобрел, очень советую. И руки почистить, емкость очистить, аккуратно смешать ингредиенты. Например, в жидком тесте, когда вам неудобно делать это руками, а миксера или тестомеса у вас, например, нет. Шпатель – вещь очень полезная в этом плане. Вот, я как раз сейчас соберу со стенок все остатки. Чуть-чуть надо промесить. Тесто чуть липкое, чуть влажное, но на чиабатту оно такое должно быть. Достаточно влажное тесто. Все, я оставляю на 30 минут его отдохнуть. А за это время пройдет процесс аутолиза. После этого я буду добавлять еще немножечко воды. Буду добавлять еще соль, немножечко оливкового масла. Сейчас пока оставляю его в покое на 30 минут. Накрываю крышкой, чтобы не заветривалось, и убираю в спокойное место. Температура в комнате около 25 градусов сейчас. Оптимальная температура 25-27, может быть 26-28. То есть это обычная летняя комнатная температура. Оставляю, через полчаса вернусь. У нас прошло полчаса. Сейчас я буду добавлять чуть-чуть воды, соль и оливковое масло. Воды я добавляю примерно граммов 10 и потихонечку вот так вот легкими движениями ввожу воду в тесто.
Аккуратно руками отделяя от стенок. Можно помочь себе шпателем. Желательно тесто не рвать. Желательно его действительно отделять. Потому что клейковина, которая начала развиваться, она представляет собой полимерные волокна, похожие на каркас. Можно вот так приподнять, аккуратно отделить от дна, сложить. Ну, то есть очень аккуратно это делаем. Руки делаем вот так, не надо протыкать пальцами, не надо брать ногтями. Берем пальцы лодочкой и аккуратненько тесто складываем. Я добавляю 3 раза по 10 грамм. Добавим соли, примерно грамм 8-10. Соль, она укрепляет клейковину, поэтому мы ее вводим в самом конце. Тоже аккуратненько вот так даем соли разойтись. Можно, кстати, сложить несколько раз вот так в серединочку. До этого я делала в сторону, сейчас можно сложить аккуратно в серединочку. Тоже делаем это мягкими руками, можем вот так потянуть, сложить. Еще можно потянуть. Делайте только это аккуратно, стараясь не разрывать волокна, стараясь не лопать образовывающиеся пузыри. Будем считать, что соль вошла, и она у нас еще размешается в процессе последующих складываний. Нам нужно добиться, чтобы у нас поверхность была очень гладкая и однородная. Сейчас понятно только самое начало замеса нашего и растой, поэтому еще не однородная поверхность. Ну и наконец добавляем самый, пожалуй, итальянский ингредиент. Это оливковое масло первого отжима. Мне нужно его немного, примерно грамм тоже 8-10. И тоже вот так аккуратненько, очень осторожненько мы даем ему соединиться с тестом. Разворачиваю на 90 градусов. Свешиваю тесто с рук, подворачиваю его рулетиком. Обратите внимание, как это делается. Я беру, поднимаю, тесто свешивается, я его подворачиваю рулетиком, беру еще раз, перебираю пальцами, опять подворачиваю рулетиком. И с обратной стороны то же самое. Тесто свешивается, подворачиваю рулетик. И еще раз. Что важно, вот такой способ аккуратного растягивания и складывания теста нам придется применить достаточно много раз в течение первых 3 часов. Первые 3 часа расстойки мы будем повторять эту процедуру примерно каждые 20-30 минут. То есть за час надо сложить тесто 3 раза, за 3 часа, соответственно, 9 раз. Сейчас я оставляю тесто на 20 минут. Можете поставить таймер, можете просто засечь время. Оставляю на 20 минут. Через 20 минут продолжу складывание. Прошло 20 минут и нужно делать следующее складывание. Я смачиваю руки водой. Не так, чтобы хлюпало, просто чтобы они увлажнились. Вот таким движением, вот таким, не вот так, не хватая пальцами, а вот таким мягким движением я поднимаю тесто. Оно сворачивается. Я даю ему свернуться. Поднимаю его еще раз. Оно снова свешивается с рук. Я его еще раз подкатываю. Беру еще раз подкатываю. Разворачиваю на 180 градусов. Свешиваю, подкатываю, свешиваю, подкатываю. И еще раз. Вот оно уже не так свешивается. Разворачиваю на 90. И делаю то же самое с этой стороны. Видите, как оно свешивается? Я его заворачиваю. Беру рулетик и заворачиваю еще раз. И заворачиваю еще раз. Мы просто даем тесту под его собственным весом возможность вот так опуститься, растянуться, не порваться ни в коем случае. Подворачиваем. И руками подворачиваем еще 2-3 раза. Не надо слишком сильно стараться. Для одного складывания
3 раза в каждую сторону более чем достаточно. Закрываю, оставляю еще на 20 минут. Таких складываний у нас должно быть примерно 7-9 за 3 часа. Прошло 2 часа после последней обминки. Тесто у меня вот так вот сильно подошло. Сейчас мне его нужно разделать и поставить печься. Я буду разделывать тесто и выкладывать на вот такой лист. Это тефлоновая ткань антипригарная. И прямо на ней я буду перекладывать на противень. Так будет удобнее печь. Чтобы тесто не прилипло к поверхности, надо припылить мукой. И лучше для этой цели использовать муку крупного помола. Это должна быть мука с отрубями. Почему крупная мука? Потому что с такой мукой тесто к поверхности прилипать будет гораздо меньше. Оно достаточно мягкое, влажное. Необходимо абсолютно себя обезопасить от возможности прилипания теста к поверхности. Выкладываю тесто. Хорошо отходит. И вот так сверху тоже можно присыпать этой же мукой. Я использую кукурузную муку. Сейчас я очень-очень аккуратно тесто распределяю. Мне нужно его растянуть в такой прямоугольник максимально возможной площади на моей поверхности. Аккуратно тесто растянуть, стараясь ему придать одинаковую толщину. Про духовку важное. Духовку я уже поставила разогреваться. Максимальная температура в моей духовке 275 градусов. Если у вас есть 300, ставьте на 300. И я буду использовать пар. Что значит пар? На дно духовки я поставила маленькую сковородочку чугунную. Она сейчас разогревается вместе с духовкой. И вот сейчас, прежде чем поставить чиабатту, я туда добавлю лед. Льда кубиков 6 добавлю, чтобы их хватило минут на 10 хотя бы. Ну и все, собственно, я беру шпатель и аккуратно отделяю тесто. Оно очень нежное, 6 частей. Все. Теперь надо очень аккуратно взять и переложить, перевернув. Не все поместится. Первый заход. Делаю половинку, а потом вторую половинку. Духовка просигналила, что она разогрелась. Я иду класть лед в сковородку на дно, как я вам уже сказала, и перекладывать это все в духовку. Вторую порцию я переложила на пекарскую бумагу. Обратите внимание, что бумага была действительно антипригарной. Первая часть, напомню, у меня на коврике из тефлоновой ткани, вторая часть будет на бумаге. Думаю, что хорошо будет и там, и там. Покажу вам результат. Чиабатты пекутся уже 7 минут. Вот такие вот они стали высокие, пышные. Сейчас я дождусь, чтобы они приобрели цвет красивый, золотистый, и буду их вынимать. Я думаю, что всего в сумме минут 15 будет достаточно. Достаю чиабатты. Выпекались они 14 минут при температуре 275 градусов. Я решила, что этого достаточно. Сейчас им надо остыть. Видите, какие они румяные, очень легкие, очень пышные, воздушные. После того, как они остынут, я разрежу и покажу, какие они внутри. Все, ура, эврика. Вторая партия вынута из духовки. Ждем, когда остынет. Разрезаем, смотрим, любуемся, наслаждаемся, намазываем маслом, джемом и радуемся жизни. Чиабатта остыла. И сейчас мы посмотрим на ее внутренний мир. Вот
такая вот прекрасная чиабатта с огромным количеством пор, пузырей. Настоящий итальянский вкусный хлеб. Можно поливать оливковым маслом, посыпать зеленью, сыром, можно мазать сливочным маслом, поливать джемом. Приятного аппетита!